Здравствуйте. Как вы отсюда выбираетесь-то? Я не бывала всю зиму. А вы что? А я видео снимаю. А? Видео снимаю. Не хочется, чтобы забывалось. А там не пройти. Больно короткие, так на них неудобно. Ну, нормально. Недалеко-то можно пройти. Так давайте я вам помогу. Ага, я еще косточки собаке несу. Я это... За водичкой пошла. Ага. У меня к колодцу-то не подойти. Больно ведь хорошо тут, в деревне-то вот есть. Да вообще тишина, спокойствие. А к колодцу-то мне не подойти, так я и буду мыться-то, так снега наберу там, натаю. Ну тогда что? У меня папа в 41 году, я с 38-го года, там палати у нас были, это такая, в поселке мы жили, тоже как деревенского типа изба-то, палати. Вот я на палатях лежу, папа пришел, ребенка из роддома принес, привел с мамой, рюкзак на плечи, ушел на войну. 3 нас осталось, детей. Ну и вот, ни помощи никакой, ведь ни автобусов, ни троллейбусов, ничего не было. Ничего. И вот она ходила за питанием какое-то, суфле давали, да все, на детей-то, пешком. Так это, вот будете писать-то журнал, так из моей болтовни что-нибудь, может, фразу какую-нибудь выберите, как раньше жили. Ну и вот, она уйдет, кофту бросит за сундук, это, ну, чистенькую оденет, а эту бросит, а кофта-то потом пахнет. А мама-то до самого вечера ходит пешком, да когда это придет? Мы стучим это к соседям. Тетя Антонида, скоро ли мама придет? Скоро, ребеночки, скоро. А что, они откуда знают, соседи-то, откуда Скоро ли она придет? придет? Черт его знает. Ну, мы возьмем эту кофту, достанем, понюхаем, потом пахнет, а мы думаем, что это мамой пахнет. Вот так вот. Ну, так вам счастливо тогда. Ладно, это, похожу, поснимаю. поработать, походите. Дома ага. здесь больно интересные. Все со Там вот светелками самый сделаны. крайний дом вот на той стороне. По той стороне туда. На той стороне сейчас все разрушено. Но дело в том, что жили 2 брата, Сережа и это Володя, и у них мать была. И вот они делили наследство-то, кому дом достанется. Друг друга убили на печи. Да. Мать умерла, ему дали 8 лет брату-то. Хотела взять на себя, что она убила, но признали, что он убил. Ну и вот и мать умерла, и дом весь разрушили, растащили, и все, и увидите, развалины-то. Вот такая вот, ребята, печальная история была в этой деревне. Вот половина деревни еще жилая, там живут дачники. А с этой половины уже все разрушено. Дома тут, конечно, красивые. Окантовка у дома сделана тоже очень красиво. Да, дом уже заброшен. Все электричество пропало. Ух ты. Резко. Если не ошибаюсь, то для сена. Тут, походу, у соседа собака живет. Ух ты! Челнок резной. Ну-ка. Ого. Плошечки какие. Из осинового корня, если не ошибаюсь. Такие плели. О! Ребята, смотрите.
Ткацкие станы стоят. 2 штуки. Приспособление для нитей, для нитней, точнее. Тут вот еще даже ткань намотана. Полотно. Да. Печечка здесь уже сдалась. Но крыша еще крепкая стоит. Какие-то нитки навязаны. Ладно. Так, в сам дом, наверное, тоже бессмысленно. О, сколько тут ниток. Это, наверное, для половичков готовили специально. Так, ладно, сейчас спущусь. Сходим в дом. Да, из самого дома уже выехали. Интересно сделано. Балясины на палатях красивые. Печка уже разобрана частично. Или разбита. Перегородка сделана, интересно. Палати-то вообще здоровенные. И тут палати, и там палати. Со всех сторон. Дом огроменный был. Видимо, большая семья в нем жила. Люлька из лубня. О, вторая печка. Тоже уже разобрана. Видно, пытались выдернуть железо. Видимо, не смогли. Ладно. Пойдемте в следующий дом сходим. Еще один заброшенный дом. Так. Давайте посмотрим, что у нас в доме осталось. Осталось ли что-нибудь вообще. О! Ничего себе! Вот это вот корзинка. Плетеные. Таких я еще не видал. Класс. Тут прямо куча бердо лежит. Приспособления, по всей видимости, плотницкие. Не знаю, что это такое. Пишите в комментариях, кто знает. О, смотрите, еще и пестель тут валяется. Рюкзачок. Ходили с таким в лес за грибами, за ягодами. Собирали дикоросы. Да, домик-то, конечно, совсем тут весь подразвалился. Рубанки. Да, ларь большой.
Грабли еще рабочие. Деревянные. Санки сверху лежат. Упряжь конная. Ух ты, а это что такое? Какое-то интересное приспособление. Первый раз такое вижу. Да. Видишь? Тут, я так понял, был сеновал. Так. Ух ты, сколько тут пил. Пила дружба. Что-то закрыто. О, снова такая штука с резьбой деревянная. Не знаю, что это. Тут, я так понял, был склад. Катки стоят под воду, под зерно. Здоровые. Пустые, наверное. О, нашел. Струбцина деревенская. Это не струбцина. Блин. Это очередной какой-то рубаночек. Хитрый. Как такой называется? Даже представить не могу. Ну, то, что он для того, чтобы резать паз, это скорее всего. О, и еще различные виды рубанков. Являться с инвентарем. На пожар являться с инвентарем. Много всего. Так, до самого дома я, наверное, не дойду. А еще надо будет под крышу залезть, посмотреть, что там. Ух ты, вот это да! Нифига себе, балясины какие толковые. Ну, в доме, скорее всего, уже ничего нету. Отсюда все переехали. В ближайший большой поселок. Осталось совсем немного, но инвентарь, рабочий инструмент, все это, конечно же, осталось. Ого, красивый сундук. Буфет. Доски, чугунки, часы старые. Без механизма жалко. Корпус красивый.
Печь русская. Большая. Ого. Красивое зеркало. Да, видно, богатый был дом. Стол резной с такими вот столешными ножками. Тут всякое чудо. Газеты старые. Цена 3 копейки. Известия. С марта 1917 года, а газета за 25 июня 1977 года. Искра, ну это вот уже более свежее, 2001 год. Хранили журналы. Радиоэлектроника, радио, за рулем. Календарик. 1989 год. Ух ты, какая штучка интересная. Встреча с Африкой. Ого, ничего себе стульчик. Это что, он самодельный такой, что ли? Видимо, сами обтягивали, набивали уплотнители. Какой-то шкафчик. Да, с медикаментами. Грим. Фабрика Грим. Ленинград. Что это такое? Непонятно. Непонятная какая-то штука. Пудра. Для нормальной жирной кожи. Холодок. Зубной порошок. Баночка с вазелином. Калуга. Да, большой домино. Высокий. Много-много журналов. Книг, газет различных. Какие-то грампластинки тут. Мелодия. Эльская. Погреб. Может, там еще и варенье стоит. Ух ты. А это что? Поливальник был? Сломанный, жалко.
Еще одно изделие из древесины. Лукошечко такое красивое. О, здесь, видимо, был склад. Склад всего. Много обуви стоит. Такие вот плакаты интересные. Это от фильмов, я так понял. Из кинотеатра. Афиши. Красивый сундук расписной с вещами. Старинное радио советское. Здесь у нас был склад. Начало. Катка, по всей видимости, под зерно с мышкой. Бытовая утварь, ларь большой, горшочки глиняные. Да. Ух ты! Что это такое? Шинковка, что ли? Для капусты. Самодельная. Да, самодельная. По всей видимости, из косы горбуши сделана. Так, давайте на чердак залезем, если получится. Тут что у нас? О, еще одна шинковка для травы. Много чесал. Это, я так понял, для шерсти вычесывать овец. А вот это вот для льна, наверное, сделано, да, для льна. Большое чесало. Какие-то интересные ящички для граммофона. Тут, наверное, скотину держали или сено хранили. Так, пойдемте зайдем на чердак, посмотрим, что у нас там есть. Катки, поливальники, вилы лежат. Еще одно. Как это правильно называется-то? Для сушки ягод и грибов, овощей.
Много всяких изделий сделано из древесины. Это что такое? Какие-то вилы маленькие. Для чего это? Не ухват. Странно. Пишите в комментариях, если знаете. Очень много литературы различной. Учебники. Там вот прямо тетрадями все завалено. Очень большое количество тетрадей. Книжки. Убийство на окраине. Родная литература. 5 класс. Какого это года? Москва, 1971. А издано. Да. Интересно. Очень. Так. О, косы, горбуши. Вот она, целая горбуша. Коса. Так вот она выглядела. Это ручная коса. Она так-то как бы односторонне загнутая должна быть. Но по факту ей можно было косить в две, ну как бы и левой, и правой рукой в перехват. Очень удобная. Косил я такой. Тут набилки еще лежат. Не резные, самые обычные тоже. Ткацкого стана, я так понял, тут нету. Хотя приспособления все для него имеются. Ух ты, это что? А, дверца для печки. Для банной. Вот тут и литовка лежит. Правда, без ручки. Но тоже деловая коса. Кто-то что-то копал. Ямки вырыты. Что-то искали. Так, ну все. Этот мы дом обошли. Сейчас будем двигаться дальше. Дойдем до последнего дома, в котором было убийство. Да, ребята, вот это и есть тот дом, где произошла эта трагичная история. Из-за наследства брат убил родного брата. Видно, что дом был богатый, большой. Красивые резные наличники. Произошло, конечно же, это очень давно. Но все равно, к сожалению, сам дом уже разрушен. Печка упала, полов нет. Но вот видно, что здесь были те печальные палати, на которых произошла смерть